Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли и что ждать от движения котировок сейчас на вечерней сессии по доллару, рублю, нефти и золоту. Так, на сегодня была масса статистики по Америке. Завтра Америка имеет праздник, День Благодарения, надо об этом помнить. Активность завтра будет снижена из-за этого. Так, ну что здесь по безработице вышли не очень хорошие данные. По ВВП вышли не очень хорошие данные. Но он как бы на 1/10 меньше вырос, чем ожидалось. На самом деле это в пределах статистической погрешности. Я думаю, что как бы плюс-минус там 1/2, то есть, ну не знаю. В других странах этого не вопрос бы, нарисовали бы и показали бы то, что ожидается. Но там, блин, демократия, конкуренция и так далее. Так, дальше. Товары длительного пользования здесь позитив. Вот, но в целом все это получается не так привлекательно, как ожидалось. Хотя он продажи нового жилья больше, чем предполагалось, но меньше, чем было в предыдущем месяце. Так, что тут у нас? Запасы сырой нефти. В общем-то, они просели. Это позитив для нефти. Еще один позитив. Но с нефтью здесь особая ситуация. Сейчас мы по нефти с вами обсудим. Так, Байден анонсирует свою экономическую команду на следующей неделе. Так, ну вот по поводу восстановления экономики США, что оно будет не таким радужным, не таким легким и непринужденным. Начали расти заявки на получение безработицы, это негативный момент. И, что самое неприятное, у домохозяйств начинает падать, ну, не сказал, что чистая прибыль, нет, не чистая прибыль, а как это назвать? Наверное, чистый доход, наверное, так это правильно назвать. То есть доход, который получает минус расходы. Вот этот показатель 6-й месяц подряд проседает. Это указывает на то, что на самом деле не выходит население из кризиса. А поскольку в Америке экономика вся завязана на населении, прибавочной стоимости, которую население создает, и на том, что население тратит деньги. И поэтому, соответственно, если у населения падает доход, то есть то, что они получают за вычетом расходов, то это негативный момент. И в обозримом будущем это может привести к схлопыванию всех тех позитивных моментов, которые мы сейчас пока что в чем-то наблюдаем. Потому что если у населения американского упадет доход, который он получает за минус расходами, то, соответственно, они не смогут откладывать сбережения, они не смогут покупать даже в кредит. Они будут экономить. И это приведет мировую экономику к коллапсу. Так, ну вот здесь пугают Трампом, что Трамп тут в течение 2 месяцев развернет Армагеддон и всех на штыки. Ну, на самом деле надо понимать, что Bloomberg это демократический ресурс, и вокруг президента-республиканца, тем более такого как Трамп, будут сгущать краски. С утра и до этого я говорил, я думаю, ничего там такого страшного не будет. Трамп, он бизнесмен, здравомыслящий человек, он, конечно, импульсивный, склонен неординарно решать задачи, которые возникают, но он богатый человек, ему есть что терять, и поэтому я уверен, он не захочет зайти в историю Америки, во-первых, как президент, который надорвал или существенно напряг или ослабил страну, и потом, чтобы его за это по судам у него отобрали все, что он нажил непосильным трудом, все миллиардики. Поэтому я думаю, ну будет какой-то формальный такой гундеж, но ничего тут такого не будет, никакой ни гражданской войны. Ну, люди будут выходить на митинги, да, это естественно, когда отстаивают права в Америке. Вот, но я думаю, здесь ничего такого не будет, как все пророчат, что Америка закончит свое существование. Я думаю, что этим людям не стоит надеяться на такой исход. Так, ну вот еще дефицит торгового баланса у Америки продолжает расти. И причем как раз при Трампе был достигнут рекорд дефицита. Потом был вот этот вот провал, обвал, но здесь связано было с тем, что начались вот эти самые торговые войны и было состояние, которое им предшествовало. На самом деле то, что растет дефицит торгового баланса у Соединенных Штатов, у страны, которая мировой лидер и гегемон, это очень негативный знак. Почему? Потому что они должны экспортировать больше, чем импортировать. Но, скажете вы, они же все производство вывели в Китай и в Азию. Все правильно, но сейчас постиндустриальное общество. Зарабатывают деньги не те страны, которые производят утюги и пылесосы, а те страны, которые
придумывают технологии и воплощают их в жизнь. Собственно говоря, до недавнего времени Америка, она была мировым гегемоном в этом вопросе. Она конкурировала, по сути, только с Европой, ну еще с Израилем. Но Израиль это в основном, скажем так, лаборатория Соединенных Штатов по многим вопросам. Вот. Поэтому, конечно, технологический конкурент Соединенных Штатов это Европа, ну Япония, там у них очень такие сложные взаимозависимые отношения. Поэтому сказать, что Япония, ну Япония она высокотехнологичная страна, но тем не менее, то есть она как комплимент Соединенным Штатам. Это две страны, Израиль и Япония, которые они, в общем-то, в тесном взаимодействии в плане развития технологий находятся с Америкой, американскими компаниями. Европейские компании тоже сотрудничают, сейчас все переплетено, глобализм, но все-таки Европа, она именно выступала как форпост, как альтернатива американскому идеологическому превосходству в технологической сфере. Вот. И то, что Америка начала таким образом получать дефицит торгового баланса, это связано с тем, что Китай, который за это время поднаторел или поднатырил там технологий, сам что-то изобрел, он в 5G оказалось, они уже практически лидеры. Вот. Соответственно, они начали уже как бы вот эту прибавочную стоимость, связанную с технологией, создавать сами. Из-за этого Америка начала терять, и дефицит торгового баланса начал расти. Трамп решил по-реднековски эту задачу закрыть. Просто, торговые войны, возврат производств и все. Но какие производства ты хотел возвращать в постиндустриальную эпоху? В постиндустриальную эпоху надо экспортировать технологии, а на эти технологии, которые работают в других странах, производить ноутбуки, утюги и пылесосы и завозить их себе и забирать большую часть прибыли. Поскольку как бы Соединенные Штаты начали в этом вопросе терять доминирующую позицию, мы с вами увидели вот этот вот рост дефицита торгового баланса. При Трампе он достиг максимума, потом был откат в результате всех этих манипуляций а-ля торговые войны. И сейчас мы увидели повторный его рост. Поскольку проблема не решается, то это достаточно негативный знак для американской финансовой системы. Я думаю, они как-то это разрулят. Вопрос только, как они это будут делать, мне даже самому интересно. Так, нефть у нас на полтинник улетела. Вот, улетела на полтинник. Но смотрите, на самом деле это достаточно непростая ситуация, потому что, во-первых, после Дня Благодарения может корректирующий откат очень хороший быть, это раз. Во-вторых, в ближайшее время встреча ОПЕК+. И находясь под воздействием таких цен на нефть, могут они не сократить надлежащим образом добычу, и это может послужить, в общем-то, переломом для того, чтобы цены на нефть они ушли куда-то вниз. Вот. Но здесь рано сгущать краски, посмотрим, что будет после Дня Благодарения, но такой шанс, тем не менее, есть. Так, далее касательно России. США анонсировали новые санкции. Ну вот как раз пришел Эллиот Абрамс, это известный такой, скажем так, идеолог санкций, и поэтому его приход, он не сулит ничего хорошего. Вот, с другой стороны, большинство санкций, которые, возможно, были введены, и уже как бы осталось только просто запретить продавать нефть, покупать российский госдолг и ввести запрет на доллары, ну, на SWIFT, на операции по платежной системе SWIFT. Вот. Ну, это уже фактически мировая война, и поэтому, я думаю, такие санкции будут до последнего оттягивать. Сейчас будут точно там компании, отдельных чиновников, и будут так вот, наверное, что-то делать, что-то предпринимать. Так, ну и вот по поводу конфликта Армении и Азербайджана. Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Ну вот здесь ничего не берусь судить, кто там прав, кто виноват. Всегда, когда подобные конфликты, они развиваются много поколений, там идут кровавые войны. Вот, и здесь, мне кажется, лучше такие процессы, ну как-то их стремиться прекратить, замерить, потому что ни до чего хорошего это не доводит. Но могу отметить, что подобное решение, оно может вызвать очень большой резонанс в Турции, и скорее всего это как раз для Турции подарок такой приготовили. Я надеюсь, что вообще все эти движения вокруг Кавказа, они не придут к новой мировой войне. Потому что как-то очень все это по спирали раскручивается и с одной и с другой стороны. Будем надеяться, что в ближайшее время этот конфликт завершится.
Так, далее. Минздрав Турции заявил о третьей пандемии в стране. А вот интересная новость. Интерпол с российской помощью нашел нигерийских хакеров. Не думал, что в Нигерии есть хакеры. Так, друзья, ладно, давайте перейдем к графикам. Вот у нас нефть часовой... нет, не нефть, это американский индекс US 500, SP 500. Так, часовой таймфрейм. У нас откат, все как положено, произошел. Откат 3620 не пробил. Закрепляемся в этом диапазоне. Если этот уровень повторно не пробиваем, то весьма вероятно в ближайшее время будет движение на 3650 и потом выше. Если пробиваем, то скорее всего увязнем в консолидации в районе 3600, возможно даже ниже. Ну, 3600, если будет пробитие, то пойдет корректирующий откат и слом этого роста. Так, нефть Brent, дневной таймфрейм. Ну, у нас, смотрите, вот этот рост, он уже идет на падающих объемах. 50 волшебная цифра. Вот, и волшебная цифра 47,5. Вот как бы если 47,5, 47 при откате мы не пробиваем, то есть шанс уже в ближайшее время потестить 50. И в случае пробоя цель движения 54, а потом 56,5. Сейчас на текущий момент здесь, я думаю, наиболее вероятно это коррекционный откат. Вопрос только в том, куда он приведет. Будет или не будет пробой диапазона 47,5-47. Если не будет, все это донабор позиций и дальше ракета. Вот. Но здесь на ум приходит, что весь этот рост он идет до заседания ОПЕК. Дальше по факту решения ОПЕК действительно на фоне эйфории по поводу растущей нефти не сократят добычу, и все это может основательно скорректироваться. Но есть и другой момент. Это подача на регистрацию вакцины со стороны AstraZeneca или еще какие-то вакцины вылезут. Вот если таковое произойдет, то это может послужить допингом для продолжения дальнейшего движения уже к 54 долларам за баррель по Бренту. Вот, поэтому я думаю, здесь наиболее вероятно коррекционный откат, но пока он, я думаю, будет небольшой, до 47,5-47. И потом после проторговочки набраться силы дальше расти. Если все-таки пробиваем, то возврат на 45. Так, далее часовой таймфрейм. Ну, по часовому таймфрейму здесь, в общем-то, рост он пока не прекращается. И, возможно, даже мы увидим пробитие 49 и уход на 50. Вот. Но даже если такое произойдет, я не думаю, что сегодня-завтра этот уровень будет взят. Скорее всего, здесь будет отбой и проторговка в диапазоне 47,6-49. Так, друзья, далее золото. Ну, по золоту у нас произошел коррекционный откат. По факту одну цель мы сделали, выше не пошли. И сейчас оно, получается, торгуется в диапазоне. Но должен заметить, что здесь ситуация по золоту не очень простая. Потому что вот эта вторая волна, которая пошла отката золота, она так и не привела на 1798. То есть мы сейчас зависли 1804-1805. Если не будет повторного тестирования и пробоя 1801-1800, то как бы нас ждет новая волна движения, цель которой будет 1812. Но здесь видите какой момент. Если AstraZeneca в ближайшее время принесет вакцину на регистрацию, здесь вполне может быть так, что золото сдует на 1700. Поэтому в плане переноса позиций по золоту, я считаю, надо быть очень осторожным в этих непростых условиях. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь все хорошо. Происходит закрепление выше уровня 1,1910. И такое закрепление, оно указывает на скорое движение на 1,2. Вот сюда вот. По часовику пришло время для того, чтобы коррекционный откат произошел. Но этот коррекционный откат, если он не пробьет 1,1880, 1,1870, то он всего лишь будет донабором позиций для дальнейшего роста. Так, друзья, далее рубль-доллар, дневной таймфрейм USD Tomorrow. Ну что могу сказать? Ну не айс ситуация, не айс никак при такой растущей нефти не пускает его сходить на 74.85. И это говорит о том, что что-то держит рубль, не дает ему укрепляться. Так, ну вот часовой таймфрейм. Здесь немножко не дошли, мы не доработали, цель 76. Вот, поэтому я думаю, в ближайшее время мы увидим отбой движения на 76. Вопрос только в какой форме это произойдет. Сейчас на текущий момент, я думаю, здесь будет движение в диапазоне
на закрытии 75,5, 75,7, вот где-то здесь. Если 75,7 вдруг, с каким-то чудом будет пробито, то сразу утащит на 75,8, 75,87 вот сюда, в этот диапазон. Вот. Ну и соответственно, если все-таки добитие 75,5, то пойдем тестить 75,32, вот это значение. Пока я все-таки склоняюсь к тому, что будет движение вот сюда, вот на закрытии торговой сессии, и закрытие в районе 75,7, 75,75. Все, друзья, спасибо за внимание.